Вот текет антифриз. В районе может показаться помпа. Из-под помпы. Но на самом деле это не так. На самом деле течет не из-под помпы, а вот масляный фильтр. И он мокрый. Протекает сверху. Трубка стоит над масляным фильтром. Вот она, трубка. Эта трубка вставляется влево в двигатель. И там резиновое уплотнительное кольцо. Вот такое вот. Я только не помню диаметр. Надо замерить диаметр трубки штангенциркулем. Замерил диаметр. У меня получилось 30 миллиметров внутренний диаметр. Вот как раз у меня есть примерно такое уплотнительное кольцо. Одно чуть поменьше, другое как раз где-то 30 будет. Может 28. Значит, такая трубка вообще стоит на всех движках реношных 16-клапанных 1.4, 1.6 и 2.0. По ней подается антифриз. Уже сталкивался с заменой вот этого уплотнительного кольца 2 раза. Один раз на Мегане первого поколения, движок 1.4. Там она, правда, до сих пор ходит. И вот один раз на этом сценнике 1.6 движок. Я ее поменял 2 года назад. Вот прошло 2 года, и только первые морозы, минус 6-8 градусов вот пошли. И тут же потек этот антифриз опять. Так что сейчас еду за антифризом. Надо литрушку антифриза купить вам будет, если у вас потекла эта прокладка. И такое кольцо уплотнительное. Потому что при замене где-то литр антифриза вытекет. Ну, если вам не лень, можете снять нижний патрубок с радиатора и слить этот литр антифриза. Но проще купить литр антифриза и долить. Вот тут находится болтик. Голова на 13 надо. Он очень плохо как бы доступен. Все приходится делать на ощупь. Откручиваем этот болтик. Вот он. И теперь трубка шатается. Подаем ее вправо, в сторону аккумулятора. Вот. Потек антифриз. И трубка вышла. Так. Вот вытягиваем нашу трубку. И что мы видим? Вот наше уплотнительное кольцо. Оно со временем теряет эластичность и сплющивается. Поэтому антифриз начинает подтекать. Вот оно задубело уже. Снимаем старое. Вот. Взял я 2 разных диаметров. Даже у меня 3 есть. Вот сейчас посмотрю, какой лучше подходит. Да, сама трубка 30. Ну, где-то такой я диаметр подобрал. Все, вставляем назад, запихиваем. Теперь влево трубочку запихиваем. Так. Опа. И смотрите пальцем, щупайте, чтобы крепление для болта на трубке совпало с отверстием на двигателе. Если оно совпало, значит трубка вошла правильно в паз. Закручиваем болтик. При закручивании болта этого, смотрите, чтобы он, надо смотреть так, чтобы он от руки легко закручивался, чтобы не срезать
там резьбу, потому что алюминиевый, наша голова, движок алюминиевый, и легко можно срезать резьбу. Ну все, вот у меня от руки закрутился. Теперь немножко зажать ключом, но не сильно тоже. Там никакого, он нагрузки никакой не несет, усилия никакого не надо. Заливаем наш антифриз. В принципе, ушло немного, там даже пол-литра, наверное. Но я сейчас вот залил до максимума. Проедусь, и потом еще раз уровень проверю. При необходимости надо будет долить. И пробочку до конца закручиваем. У меня залит антифриз зелененького цвета. И сейчас брал тоже самый дешевый. FG13. 4 рубля литр белорусских. Заводим машинку и проверяем, чтобы нигде ничего не текло. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Всем пока!